Всем привет, с вами Банана Мастер, и сегодня мы делаем домашку по нашему 11 уроку. Начнем с первой задачи. В этой задаче мне нужно было сделать так, что когда я выбираю что-либо в нашем селекте, то, что мы выбрали, попадает в качестве текста в div ниже. В данном случае после выбора я должен был увидеть to. Если я вернусь обратно на one, я уже бы увидел one. Также эту задачу нужно решать с помощью события onChange, то есть в реальном времени. Для нее я уже все, что мне нужно, создал в HTML, вот оно, и подключил в JavaScript. Также не забываем, что в JavaScript я подключаю именно select, не опшены, не варианты выбора. Решение задачи я буду писать в теле функции. Кстати, в теле функции я уже получаю выбранное значение из нашего селекта и записываю его в переменную v1. Все, что нам осталось, это вывести на экран. У нас есть дивчик, это out1, и с помощью inner.html в его текст я запишу переменную v1. Также я нашу функцию по-прежнему не связал ни с каким событием. Поэтому я сделаю так. Возьму наш select, вызову у него onChange и скажу, что при каждом изменении вызывай функцию fun1. И вот в такой конструкции, когда я буду проверять, я увижу, что поменяли, появилась to. Поменяли на one, появился one. Переходим ко второй задаче. В этой задаче мне нужно сделать так, что когда я что-либо выбираю в нашем селекте, у нас меняется цвет кнопки на тот, который указан в самом селекте. То есть сейчас наша кнопка должна была стать синей. Если бы я выбрал красный, должна была бы стать красной. Решение я начну с fun2. И, кстати, в этой функции я уже получил то значение, которое мы выбрали в селекте. Все, что мне осталось, это поменять цвет кнопки. Чтобы это сделать, я напишу btn.style и после стайла указываю конкретный стиль, который меня интересует. Это background. В него я присваиваю v2, то есть наш выбор в селекте. До конца решения мне не хватает еще одной вещи. Мне нужно нашу функцию fun2 связать с каким-либо событием. И если вы, кстати, внимательно читали текст нашей задачи, то я в ней не указывал, в какой именно момент времени нам нужно менять цвет кнопки. То есть при клике или при onChange. Этот выбор я оставляю за вами. Я решу с помощью onChange, а вы, если решили с помощью onClick, это тоже правильно. Если мы решаем это через onChange, то я беру наш select, добавляю в него onChange и потом говорю, что будешь вызывать при onChange функцию fun2. И вот такое решение мы можем уже проверять. Я поменяю на blue, синий, на red, красный. Мы задачу сделали верно. Можем переходить к нашей третьей задаче. В этой задаче мне нужно изменять ширину кнопки в зависимости от того, что мы выбрали в селекте. Если я выберу 100, то ширина должна была быть 100. Выберу 200, ширина 200. Также для этой задачи я уже все подключил и связал. И даже в теле функции получил наше выбранное значение из селекта. Если я буду менять ширину кнопки, то все, что мне осталось, это взять нашу кнопку, у нее взять style, а потом конкретный стиль. В нашем случае это width. И в него присвоить v3, выбранное значение из нашего селекта. Так же, как и в прошлой задаче, я не указывал, в какой именно момент времени у нас должно вызываться событие. То есть, onClick это или onChange. Я решу это через onClick. Если вы решили это через onChange, это тоже правильно. И, как мы можем заметить, видите, onClick я уже с кнопкой связал. Все, что мне осталось, это кликнуть и проверить.
кликаю, 100 пикселей. 200 кликаю, 200 пикселей. Обратно 100, обратно 100. Переходим к четвертой задаче. В этой задаче мы вспомним, как работать с инпутом type_date. По задаче нам нужно сделать так, чтобы когда я выбрал какую-либо дату и нажал на кнопку, наша выбранная дата отобразилась ниже в div. Довольно простая задача. Для нее я также уже все подключил и получил нашу выбранную дату в переменную v4. Мне осталось только вывести это на экран. Я буду выводить это в дивчик с помощью inner.html и в него присваивать v4. И после этой строчки, когда я проверю, выберу какую-то дату и нажму на кнопку, я увижу, что наша дата отобразилась. Попробую, кстати, чуть-чуть усложнить нашу задачу, и я добавлю вот сюда плюсик. Как вы думаете, к чему приведет данное изменение? Мой данно добавленный плюсик. Дам вам пару секунд подумать, а потом покажу, что будет происходить, когда я выберу дату и нажму на кнопку. Надеюсь, вы подумали верно. И я кликаю по кнопке, и у меня добавляется дата. А теперь я кликаю повторно, и у меня уже, видите, 2 даты. Еще раз 3 даты, еще раз 4 даты. То есть при каждом клике я добавляю к старому значению новое. Можем перейти к нашей пятой и последней на сегодня задаче. В этой задаче у нас есть 3 селекта. И каждый select будет отвечать за какой-то стиль нашей кнопки. Например, верхний за ширину, средний за высоту, нижний за цвет. Первоначально давайте подумаем, как вообще решить данную задачу. Она довольно объемная, но в принципе мы все эти вещи уже делали по отдельности. Особенность здесь в том, что нужно это все сделать вместе. Если у нас есть 3 селекта, и изменение любого селекта должно приводить к тому, чтобы какой-то стиль в кнопке менялся, это должно нас сразу наталкивать на мысль, что мы будем с каждым селектом работать по отдельности. То есть нам нужно 3 отдельных селекта, 3 отдельных функции, и я еще ниже буду 3 раза связывать наш select с соответствующей функцией. Из-за того, что задача большая, мы не можем начинать решение одновременно с 3 селектов. Мы начинаем по очереди с самого первого. Самый первый у нас это width, поэтому мы всю логику будем прописывать первоначально для width. Я под него уже сделал функцию fun5.1 и в этой же функции получил значение из нашего селекта. Все, что нам осталось, это поменять ширину кнопки, поэтому я пишу btn style.width. И ширина наша будет равняться переменной v5.1. Также ниже я свяжу с нашим селектом функцию fun5.1. И для этого я буду использовать onChange. Как только я это написал, мы можем проверить, как это будет работать уже с первым селектом. Выберу 200, кнопка стала больше. Окей, мы сделали только первый этап. У нас еще 2 осталось. Второй этап, это мы работаем с высотой. Тут в принципе то же самое. Беру кнопку стили, но уже другой стиль, стиль height. И он также будет равняться переменной v5.2. То есть данным из нашего второго селекта. И ниже я еще свяжу эту кнопку с нашим событием onChange. Чтобы при любом изменении в нашем селекте отрабатывала функция fun5.2. Проверяем наше решение. Меняю высоту. Поменялось. Меняем ширину. Поменялось. Отлично. Мы сделали уже 2 части.
Переходим крайне к третьей. Здесь я буду менять тоже стили нашей кнопки, но в этот раз я буду менять именно бэкграунд. И в этот бэкграунд я буду присваивать значение из нашего третьего селекта. Также ниже свяжу наш select с функцией fun53, чтобы она также работала при onChange. И когда я сделаю это изменение и решу проверить, то мы увидим, что поменял цвет зеленое, поменял высоту 100, поменял ширину 200. Наша задача выполнена верно. В процессе обучения я буду давать вам все более объемные и объемные задачи. Когда вы будете их встречать, вам нужно будет научиться правильно их решать. Ну, то есть вы будете все знать для решения, ну, просто вот так вот все это вместе использовать, это вам будет сложно. И чтобы как-то вы себе это все облегчили, вам нужно себе в голове сделать одно правило. Когда вы решаете объемную задачу, вам эту объемную задачу нужно разбить на разные маленькие подзадачки. И эти подзадачки по этапам выполнять. Ну, как мы сделали это здесь, в этом примере. У нас было аж 3 селекта, и нам нужно было менять стили кнопки при изменении в любом из них. Мы не могли одновременно все написать. Мы начали писать по этапам. С самого верхнего селекта до самого нижнего. На этом все. С вами был Банана Мастер, разработчик, который может объяснить все.